Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Сегодня у нас посевной агрогороскоп на январь месяц 2023 года. Киевское время. Начинается очень хорошо месяц. Начинается в знаке Телец, в плодородном знаке Телец. И это растущая луна. Что можно делать? А можно сеять на рассаду семена томатов, сладкого и горького перца, баклажанов, зеленых культур различных, огурцов, капусты, цветов различных цветов. И также можно сеять или делать высадку для получения качественных семян. В Тельце это замечательный период для того, чтобы получить хороший результат, именно хорошие качественные семена. Это больше, конечно же, касается теплых стран. И мы сразу же отвечаем на ваш вопрос. Одним словом, все, что является вершками, дает урожай на вершках, ну и дает урожай, естественно, семян. Сверху тут все семена подходят. Мы можем 1 и 2 января 2023 года, делаю паузу, чтобы вы запомнили, здесь никаких нету ограничений, можно использовать для того, чтобы посеять эти и другие культуры, семена других культур. Ну, а затем время такое подготовительное к сожженному пути полнолуния, но у нас есть еще 2 дня, 3 и 4. 3 после 5 часов утра можно уже заниматься посевами семян земляники, клубники, цветов снова же, семян валерианы, горох в теплых странах, а также в теплицах. И можно высаживать луковичные на выгонку. Да, еще можно при нынешней зиме, при нынешней длинной зиме опоздавшей, будет запоздалая зима, и, естественно, будет поздняя весна, можно еще высаживать луковичные на выгонку. Это если вы выращиваете в помещении, или же даже если земля не промерзла, можно высаживать в открытом грунте. Это там, где земля еще теплая, еще не мороженая. Но позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы прикрыть вашу посадку. То, что у вас есть, это сухие листья или сухие какие-то веточки, или же где-то еловые ветки. Прикройте для того, чтобы хорошо развивалась корневая система у луковиц. И затем уже в марте месяце можно будет все это собрать и дать возможность нашим цветочкам расти, подниматься к солнышку и затем цвести. Вот это у нас 3 и 4, а уже 5 января, смотрите, у нас начинается с часу ночи 8 минут сожженный путь полнолуния. Очень сложный период. И это будет у нас 5, 6 уже в знаке Рак, 7 в знаке Рак, само полнолуние 7, далее 8 все сутки. И еще займет 9 буквально час и 8 минут. Вот у нас вот этот период сожженного пути полнолуния 9 января. Поэтому вот эти, возвращаемся, вот эти дни не подходят ни для каких посевов, ни для каких посадок. Учтите, запишите. Ну и те, кто с нами всегда, он знает, что это действительно так. И эту информацию использует с пользой для себя, для своих растений. Ну а затем уже после 9 у нас 9 будет в знаке Лев. В Лев зайдет еще 8 января Луна. И здесь уже тоже во Льве 9-10. Хороший период 9 и 10 в начале суток снова же, потому что Луна без курса 10 с 3 часов ночи 52 минут и до 17 часов 15 минут. Видите, какой длительный период Луна будет спать. Поэтому лучше уже 9, вот если хотите посадить лук и чеснок, его, кстати, можно посадить во Льве и на получение репки. Это там, где теплые страны. Результат хороший, но урожай чуть-чуть меньше, чем в Тельце. Но в данном случае у нас Телец будет только растущая луна, поэтому можем использовать вот этот период Льва. 10 уже вечером в 17:16 луна зайдет в Деву. И здесь будет находиться до конца 10 января, 11 и 12 января. Это уже убывающая луна, но это сразу же после сожженного пути полнолуния, поэтому можно сеять семена цветов на рассаду, чтобы получить рассаду.
Ну, еще можно посадить, кстати, и луковичные на выгонку. А также в теплых странах можно посеять семена укропа и огурцов. Да, Дева покровительствует этим культурам. И не только мы, но и наши подписчики уже убедились в том, что этот знак действительно любит вот эти культуры. Из овощных это единственное, что любит Дева. Идем дальше. А дальше у нас знак весы 13 и 14 и 15 будет полдня, но дело в том, что у нас уже 15 будет переход Луны из 3 в 4 фазу, поэтому этот день выпадает, а 13 после, вот смотрите, Луна без курса будет с часу 6 минут до 4 часов утра 57 минут, поэтому после 6 часов желательно 13 можно посадить ранние сорта картофеля, посеять семена свеклы, моркови. Это теплые страны, это обогреваемые теплицы. У нас очень много есть на юге, огородники, которые в теплицах выращивают ранние овощи. Тоже можно вот это сделать работу. И все корнеплодные овощи, кстати, на рассаду, тот, кто на рассаду выращивает корнеплодные, пожалуйста, сейте семена в эти дни. Будет хороший результат. Идем дальше. А дальше у нас, конечно же, 15 не весь день у нас будет находиться в этом стрессовом состоянии перехода Луны из 3 в 4 фазу, потому что этот момент будет 4 часа ночи 10 минут, а плюс-минус 12 часов длится вот этот период. Поэтому после 16 часов 15, а также 16 и 17 до 15 часов это продуктивное время Скорпиона. Что мы можем делать? А можем посадить ранние сорта картофеля, посеять семена моркови, свеклы, редиса, дайкона, редьки. Очень, очень, кстати, сладкие и вкусные получаются вот эти корнеплоды. Вот это можно будет в этот период посеять и посадить. Вот этот у нас период завершается 17-го. Видите, Луна без курса 16 часов 27 минут, поэтому до 15 часов постарайтесь все посевные работы завершить. И потом Луна без курса до 19 часов 33 минут. И в 34 минуты, 19 часов 34, Луна перейдет в знак Стрелец. Это у нас же уже завершающая фаза перед новолунием, очень сложный период. В 19:34 вечера начинается Стрелец, 18 будет и 19. Что это значит? В Стрельце всегда получаются качественные семена. Поэтому вот здесь можно высаживать лук и чеснок, а также другие корнеплодные овощи для получения качественных семян. Тоже высадку моркови, свеклы или капусты. Все это зависит от страны, где вы находитесь. И вот то, что вы готовите свои качественные семена, вот эти овощные растения у вас есть, высаживайте, и вы получите качественные семена. Ну, конечно же, лучше сделать это только для корнеплодных, но если есть такие уже готовы у вас какие-то овощные растения, уже пустили вот эти ростки, то можете и другие. Все для получения качественных семян. Но Стрелец – это тот, кто покровительствует именно для получения качественных семян. Вот этот знак любит и уважает тех огородников, кто выращивает семена многих овощных растений самостоятельно. Вот это можно использовать. Еще раз говорю, вечером начинается в 19:34, а лучше после 20 часов, 17, 18 и 19 постарайтесь завершить до 11 часов, потому что затем Луна без курса с 12 часов 9 минут и аж до вечера, до 21 часа 12 минут, до перехода в знак Козерог. Но, увы, Козерог выпадает, потому что это время Гекаты. И это время Гекаты будет и 20-го, 21-го само новолуние в 22:53, напоминаю, время киевское. Затем в Водолее и в Водолее снова 23-го при переходе Луны уже в знак Рыбы вечером до 22 часов 53 минут. Вот это время Гекаты. Вот это время вот этих дней черной Луны, когда ничего не сеем. Зато уже после 23-го, то есть уже 24-го, вот здесь уже можно в Рыбах высаживать ранние сорта картофеля. Только ранние сорта, не для хранения. Высеваем семена томатов, перца, баклажанов, зеленых культур, капусты, огурцов, всех вершков.
все это прекрасно получится. Можно в этот период использовать. И смотрите, у нас 24 и будет частично 25. Частично это до 17 часов дня 25. Достаточно большой период, когда можно вот эти все названные и не только названные все вершки можно высевать на то, чтобы получить рассаду. Ну а картофель можно для того, чтобы получить ранний картофель. Вечером уже 25-го в 20:49, это у нас уже растущая луна, перейдет в знак Овен. И будет находиться здесь 26 и 27. В Овне что можно посадить? Лук и чеснок. И для получения микрозелени замочить различные семена, то ли овощных, то ли зерновых культур. Но очень хорошие получаются зерновые и бобовые. Затем период Тельца у нас срезается, очень обидно, но что сделаешь? 28-го в 17 часов 19 минут переход Луны из первой во вторую фазу и в нашем любимом знаке Телец, и у нас вот идет срезание этого времени, поэтому, пожалуйста, от 29-го после 5 часов утра уже можно будет заниматься. 29-го очень хороший день. 30-го, смотрите, у нас Луна без курса 7 часов 52 минут, поэтому лучше вот этот день, 29-го, использовать полную силу. Что можно? Посеять семена томатов на рассаду, сладкого перца, горького перца, баклажанов, зеленые культуры, огурцы, капуста, различные цветочные растения. Кстати, для получения качественных семян, вершков, тоже можно вот этот период использовать Тельца. 29 января 2023 года. Практически все вершки будут хороши в этот период, когда посеем, или потом мы будем говорить о посадке еще. И завершается месяц в знаке Близнецы 30-го после 11 часов и 31-го все сутки можно заниматься посевом семян цветов, земляники, клубники, валерианы, гороха. И можно высаживать луковичные цветы. Это то, что уже на рассаду может быть посажено в теплице, или же можно высаживать луковичные цветы в теплых странах для получения цветов в летний период. А теперь пришло время для скрина. Тем временем я вам еще раз напоминаю, что это видео подготовили, как всегда, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. До следующих встреч на нашем канале. Хорошей погоды, вам дружных всходов и здоровой рассады для будущего хорошего урожая в 2023 году. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на січень 2023 року, час київський. Місяць починається в продуктивному знаці Телець. І перше, і друге число всі 24 години. І все це можна в цей час дуже багато посіяти. Посіємо насіння помідорів, солодкого та гіркого перцю, баклажанів, огірків, капусти, різних зелених культур, квітів, всі вершки. І зверніть увагу, в цей час можна сіяти насіння для отримання якісного насіння овочів та квітів уже для наступних років. Дуже важлива інформація. Це для тільця. Це у нас зростаючий місяць. Далі у нас період близнюків 3 та 4, але 3 у нас завершується час місяця без курсів 4 години ранку 44 хвилини. Тобто після 5, а краще після 6 годин ранку у близнюках при зростаючому місяці можна посіяти насіння полуниці, суниці, квітів, валеріани, гороху, а також посадити цибулині квіти на вигін. Якщо у вас тепла погода, ви можете посадити цибулині квіти в непромерзлу землю, але її вкрити. Це там, де ще буде зима. Отож, у нас 3-4 можна отакі роботи зробити посівні. А далі наступає такий час, який називається спалений шлях місяця. Повний місяць буде 7 січня
о 1 годині ночі 8 хвилин за київським часом. Тому дивіться, як у нас складається ситуація. Близнюки 5-го, рак це місяць в раці 6-го, 7-го, 8-го це вже місяць в знаці Лев, і 9-го у нас раненько, вночі до 1 години 8 хвилин буде оцей спалений шлях місяця, в який ми нічого не сіємо і не садимо. А вже можна 9-го в день посадити цибулю та часник. Це там, де теплі країни, де теплі регіони. І в теплицях, до речі, можна посадити. 10-го у нас вириває час у Лева, час місяця без курсу з 3 годин 52 хвилин і до вечора буде цей час. Місяць буде спати довго, до 17 години 15 хвилин. І тільки вже з 17 години 16 хвилин місяць перейде в знак Діва. А Діва любить дуже квіти. 11 і 12 це буде такий гарний час, і це після спаленого шляху місяця можна сіяти насіння квітів на розсаду. А для теплих країн можна сіяти насіння кріп, можна сіяти і насіння огірків. Чому? Тому що це дві овочеві культури, які любить Діва. Це перевірено не тільки нами, а й нашими багатьма підписниками декілька років підряд. Використовуйте цей досвід. Далі буде знак Терези 13-го, 14-го. Це час уже, бачите, закінчується 3-я фаза. Це все для коренеплодових овочів. Тому можна сіяти насіння буряка, моркви, можна висаджувати ранні сорти картоплі. І взагалі на розсаду всі коренеплодові овочі, будь ласка, можете висівати в цей час. У нас частина буде 15-го, буде день поділений, доба буде до 14 години в знаці Терези, але це у нас буде перехід, і перехід буде рано вранці о 4 годині 10 хвилин. І від цього моменту ми плюсуємо або віднімаємо 12 годин. Тобто до 16 години ми нічого не можемо робити, а з 16 години 15-го, а також 16-го та 17-го. Давайте ми зразу подивимося 17-го. Ось він, бачите, час до 15 години бажано закінчити ці посіви. Тому що в нас йде місяць без курсу 16 години 27 хвилин. Тому оцей час можна використати для того, щоб посіяти насіння моркви, буряка, редису, дайкону, редьки, посадити ранні сорти картоплі. Це теплі країни або теплиці там, де є тепло. В холодних теплицях це ще рано сіяти, особливо там, де ще зима тільки починається. Йдемо далі, з 17-го повертаємося в 17-те, і це буде у нас увечері вже час стрільця в 19:34, і 18-го і 19-го. Хочу звернути увагу вашу на стрілець. Стрілець – це знак, який дає можливість нам отримати якісне насіння на майбутні роки. Тому можна використати посів, посадку, чи насіння, чи самих овочів для того, щоб отримати якісне, гарне насіння овочевих культур. Або ж квітів. Це стосується більше теплих країн, тому використовуйте цю інформацію. А також можна мікрозелень в цей час отримати якісну і смачні салати зробити. Можна посадити цибулю та часник. Далі починається час чорної луни і саме новомісяча. Народиться новий місяць у нас 21 січня о 22 годині 53 хвилини. Дивіться, у нас, на жаль, Козиріг випадає у січні місяці, гарний період, але він буде у нас якраз проходити в час чорної луни, і тому ми його не використовуємо 20-го, 21-го, 22-го це вже Водолій, 23-го також Водолій. Все це час Гекати, і ми не використовуємо для посівних робіт.
І навіть ввечері, коли місяць зайде в знак риби в 19:37, ще не використовуємо цей час, тому що у нас геката до 22 годин 53 хвилин. Тобто 23 січня не використовується для посівів. А зате, бачите, що робиться в нас 24, і, будь ласка, зразу же хочу показати 25. 25 до 17 години. Зранку і до 17 години гарний час. Давайте повернемося на 24. Тут я якраз записала все, що ми можемо робити. Це вже зростаючий місяць. Можемо посіяти на розсаду насіння, помідорів, перцю, баклажанів, зелених культур, огірків, капусти, всіх вершків. А також можна в цей час ще посадити ранні сорти картоплі. Тільки ранні сорти картоплі достатньо. Можливо, ще, до речі, зразу ж після гекати і моркву та буряк теж можна, коренеплодні, теж в цей час посіяти насіння їхні. 25-го вже ввечері буде перехід місяця в знак Овен ввечері, але це вже пізній час, тут особливо нічого не зробимо. 26-27 в знаці Овен можна буде посадити цибулю, часник, мікрозелень для отримання зеленої вітамінної маси. Тобто для вітамінних салатів дуже гарно в нас цей час росте в овні і цибуля, і часник. На жаль, далі у нас уже перехід буде в знак Телець о 1 годині ночі в 44 хвилини 28-го. Але тут у нас перехід з першої в другу фазу. 28-й у нас випадає, тому що, дивіться, перехід сам перехід йде о 17 годині 19 хвилин, а плюс-мінус 12 годин, ось оцей стресовий час, ми його виключаємо з посівів і посадок. Тому в нас залишається 29 тільки. Але який ж гарний день, телець, зростаючий місяць, можна, що можна? А можна посіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, зелених культур, огірків, капусти, квітів, для того, щоб отримати гарні сходи та розсаду гарну і потім дуже гарний врожай. Це також 29 січня дуже добрий день для того, щоб посіяти чи посадити овочеві культури для отримання якісного насіння. Телець для цього теж служить. І можна всі вершки, ось тут тільки вершків, тельців можна використати в цей час, 29. І завершається місяць 30-го, 31-го. Це знак уже близнюки, місяць в знаці близнюки. Ми вже наближаємося, знову ж таки, друга фаза. Тут можна сіяти на розсаду насіння квітів, полуниці, суниці, валеріани, гороху. І можна висаджувати цибулині квіти, це там, де тепло, для того, щоб уже в травні, в червні милуватися цими гарними квітками. Час нашого сьогоднішнього відео добігає кінця. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Хай вам щастить, усіляких вам гараздів, гарної погоди, дружних всходів ваших рослинок і гарного врожаю у 2023 році. На все добре. Бувайте здорові!